Я не могу, я так хочу все съесть, они такие вкусные получились. У меня завтра первый рабочий день, у меня коленки просто, там, знаете, чечетку танцуют. Вы знаете, что мы хомяки. XXL хомяки. Они бывают очень редко, и поэтому мы решили взять 4 пачки. Первый раз в жизни я не опозорилась перед поляком, представляете? Вот мой укол, видите? Боевая рана. У меня такой стресс, что я не могу думать ни о еде, ни о сне. Первую зарплату отмечу, куча сладостей. Колу самую огромную куплю. И буду есть. Даже с Сашкой не поделюсь. Недавно на просторах интернета нашла рецепт, как приготовить такие пиццы, как вот, знаете, в школе были вот такие мини-пиццы. И в школе там колбаски, сырок был. Вот я захотела тоже приготовить, вспомнить, так сказать, детство. Нашла рецепт, точнее, он сам нашел меня. Я лазила в интернете, увидела этот рецепт, подумала, блин, точно, надо приготовить. И я вот сейчас уже начала приготовление. Буду вас держать в курсе всего процесса. Тут у меня уже все ингредиенты, кроме муки. Тут уже и дрожжи, и масло, и яйцо, и молоко, и сахар, соль. Все это я перемешала. И будем вкидывать муку. А тут вообще процесс с тестом Да. Смотри, в какой разгаре. красивейший. Пахнет маслом. Так я добавила масло. Ночью. Показала рецепт. Вот, пока оно в таком состоянии, сейчас я его на 40-60 минут в теплое место. Есть лайфхак. Теплое место — это духовка. Очень теплое. Да, на 30 градусов тепла. И вот такой лайфхак. Круто. Я обязательно должна была это рассказать, возможно, кто-то не знал. Я сама о нем не знала, просто вот первый раз готовлю, первый раз узнала. Все, теперь в теплое место и ждем, пока он поднимется, потом будем формировать пиццы. Итак, я уже достала тесто, тут я уже приготовила начинку, так что сейчас будем соображать, как делать пиццы. Пока пиццы выглядят так. Они, конечно, не очень ровные, но очень сложно сделать прямо круглую, идеальную пиццу. Но я думаю, это не важно. Мы же не на продажу их. Они уже даже немного такие поднялись. У меня начинка, как я говорила, сосиски, сыр и такой соус. Отправляем в духовку, посмотрим, что получится. Ну, ребята, ну что, не загляденье, что ли, а? Одну мы уже почти заточили. Осталось, получается, сколько? 8 штучек. Я не могу, я так хочу все съесть, они такие вкусные получились. Я точно, наверное, еще когда-нибудь приготовлю разочек. Правда, мне кажется, сосиски немножко подгорели. Но ничего страшного. Ребята, сегодня такой день очень странный. Во-первых, у нас идет ремонт этажом выше. И вы не представляете, они начали дрелить в 7 часов утра. Это капец. Но это не самая важная новость. Самое важное, что у меня завтра первый рабочий день. И сказать, что я боюсь, это ничего не сказать. У меня коленки просто, там, знаете, чечетку танцуют от страха, когда я подумаю, что мне завтра на работу. Но на самом деле я знаю, что нужно пережить всего лишь, ну, там, неделю-две первых вот входных, так сказать, и потом будет легче. На самом деле я очень хочу, мне интересно, но страшно. А сейчас я иду в жабку, потому что мне пришли посылки. Все, там кто-то идет, не буду смущать, что я снимаю. Ну все, забрала. Тут у меня шампунь и этот кондиционер для волос. Приду домой, покажу уже получше. У нас на самом деле погода просто ладно. Сегодня ко мне обратился мужчина, и представляете, мне такое настроение хорошее. Я его еще поняла, что он хотел сказать, и я ему еще и ответила на польском. Боже, я так собой горжусь. Короче, это не описать словами. Смотрите, у нас еще стоит елка и болван. Он, как всегда, чуть-чуть покосился. Ну все, пойдем домой посылку разгребать. Я еще в магазин Lidl зашла. Все, пришла домой, буду раздеваться, но я просто не могу вам не рассказать. Я так счастлива, не могу. Второй, вот уже когда возвращалась домой, опять встретила этого мужчину, опять немножко поговорили. Ну, чуточек. Но я так счастлива, что я все поняла. Первый раз в жизни я не опозорилась перед поляком, представляете? Короче, вот так.
Иногда даже настроение поднимается из-за того, что... Потому что обычно, когда со мной кто-то разговаривает, а со мной почему-то всегда разговаривают. Мне почему-то кажется, что поляки, они такие общительные, что им хочется поговорить. И вот все время, когда я выхожу из дома, даже мусор выбросить, ко мне почему-то всегда обращаются. И обычно я позорюсь. А тут первый раз в жизни, представляете, не опозорилась. О, вот о чем я вам говорила, что он дрелит сегодня сутки. Все, я вам сейчас покажу, что принесла. Вы слышите этот шум? Вот так весь день. Короче, что я купила в Лидле? Естественно, лейс, потому что мы за этим лейсом уже гонялись еще до Нового года. И вот я наконец-то нашла в Лидле, и я решила взять, потому что они реально редко бывают, а рекламируются они часто. Сливки я буду делать крем-суп. Из этого мы тоже будем делать попозже суп. 300 грамм хумуса. Сейчас в Лидле проходит акция неделя XXL пачек. Поэтому я взяла хумус аж 300 грамм. Пусть будет лук, тостовый хлеб. И была скидка на XXL фарш. Короче, вот такие вот у меня покупочки. Все, значит, я распаковала. Господи, простите меня за этот звук, но я не знаю, он постоянно будет весь день. Значит, я заказала себе вот такой шампунь на пробу. Литр, бессульфатный. И к нему же заказала литр бальзам. Тоже для волос. Тоже литр. И дали еще, не знаю, в подарок или нет. Но раньше, когда я в Беларуси покупала литровые шампуни, я отдельно еще вот покупала вот этот спонж. А тут дали, не знаю, в подарок или жило вместе, без понятия. И еще, если заказывать на сайте, то вот такой код. 10%. Если кому-то нужно, берите. Но я не буду заказывать, потому что типа дармовая достава от 270 злотых. То есть бесплатная доставка, если вы 270 злотых заказываете. Я вряд ли, поэтому... Я заказывала через Allegro. С Allegro почти всегда бесплатно, поэтому... Если кому-то нужен, вот, пожалуйста, берите. Мне нет. Я делюсь. Еще хотела сказать, что если кому интересно, то я обязательно потом поделюсь отзывом про шампунь и бальзам, потому что я уже 1000 раз говорила, что я пользуюсь бессульфатными шампунями, только потому, что у меня нанопластика на волосах, и мне нужно пользоваться бессульфатным шампунем. В Беларуси я пробовала один, тут я его найти не могу, тот же шампунь, поэтому думаю, фиг с ним. Буду экспериментировать с другими шампунями. Один я уже вам раньше показывала, он мне очень понравился, но он продается только по 500 мл, и плюс он подорожал. Раньше я его покупала там за 14-15 злотых, а то, блин, и за 13 на мейкапе. На Makeup.pl, а сейчас он стоит почти 20. Лучше я за литр 39 отдам, мне как бы так удобнее, плюс, ну, я попробую, узнаю, как он там, может, буду всегда заказывать литр, ну, как бы, ну, тоже хватает. Вот такие дела. Что еще вам рассказать? Короче, если что, если мне понравится, я потом расскажу, если не понравится, наверное, я даже не буду рассказывать, а может, уже расскажу. Посмотрим, если не забуду. Но вот так. Ну, вы как бы слышите, много сегодня не запишешь видео. Я знаю, что у нас появились фанаты нашей елки. Мы сами фанаты этой елки. И посмотрите, хотела показать, насколько она вымахала. То есть уже выросли вот где-то вот такие отростки на верхушке. И вот так вот выглядит полностью. Понимаете ли? Мне на работу нужны шлепки. Ну, знаете, чтобы удобно было ходить. Потому что в такой уличной обуви очень удобно, ноги прям болят. Ну и плюс там очень тепло, и это жарко. Короче, это неудобно. И мы шли сегодня за шлепанцами. И заодно зашли, купили всякую еду. И это... Покажем, короче. Чё я включилась, вы думаете? Вот для того, чтобы показать. Купила вот такие тапочки себе. Они такие белые, черно-белые. Ну, прям какие-то, как в клинику и нужно. Мне прям показалось, что это прям в стиле будет. Быстренько пробежимся. У меня тут посуда сохнет. Но вы не обращайте внимания.
Так, вы знаете, что мы хомяки, XXL хомяки. XXL хомяки. Просто мы подсели в последнее время на вот эти тортили и едим с Сашкой вечером, ужинаем. Вот, ну, такие роллы делаем. Овощные и плюс тортили. И их тут по 12 штук. И вот XXL, они бывают очень редко. И поэтому мы решили взять 4 пачки. Ну, блин, этого хватит не так намного. Даже на месяц не хватит. Поэтому мы взяли. Это выглядит так много, но мы это съедим быстро. Потом мы взяли, естественно, XXL хумус. К сожалению, один. Больше не увидели, все разобрали. Авокадо 4 штуки взяли. Потом вот это мясо. Ну, это обычно ветчина, масло, сметана, молоко и бананы. Видите, я же говорила, быстро пробежимся. Вот и Вообще все. стандартно. Да, стандартно Такое обычный наш Завтраки, ужин. закупочка. Да. Так вот выглядит моя поликлиника, в которую я буду проходить медосмотр. Сегодня пошла просто зарегистрироваться. Я им писала на e-mail. Они сказали, придите, зарегистрируйтесь. Я пришла, зарегистрировалась. Они сказали, ну раз зарегистрировались, идите еще и кровь. Но они мне выписали там какие-то бумажки. Иду сдавать кровь. И 20-го еще окулиста пройти и терапевта. Анализы там до 5 Да. дней готовятся, и остальных пройти после анализа. Так что это и клиника такая прикольная, красивая, здание красивое. да, Не то, что у Саши, который проходил. Но на самом деле кровь первый раз давала. И Из вены. капец, из вены. Знаете, как, блин, было страшно. Ну ладно, все, справились. И все это ради школы. Кстати, в Косинус я вообще ничего не сдавала. Мы пришли в общее фойе, подписали бумажку, и все. А тут прям надо сдавать все анализы. Капец. Вот мой укол, видите? Боевая рана. Практически первый раз у меня взяли кровь. И первый раз это произошло тут, в Польше. И, в общем-то, немножко думаю рассказать про поликлинику или клинику. Я не знаю, как вот где я проходила медкомиссию. И, значит, мне сказали прийти еще 20-го. Я приду 20-го и пройду последние 2 кабинета. Но есть загвоздка, что в школе мне сказали, что 20 числа это последний день, когда нужно принести эту медкомиссию. Либо позвонить им и предупредить, что у меня не получилось 20-го сдать, принести медкомиссию в школу. В общем-то, я так понимаю, что я успеваю, потому что вроде как 20-го уже все будет готово, именно результаты моих анализов, и я думаю, что пройти окулиста я там быстро пройду. И еще написано на сайте, это вот мне Саша сказал, что когда я проходить нужно окулиста, я же в линзах хожу, мне нужно принести и линзы, и очки. Вот это странно, я не знала, что нужно линзы принести. Тем более в футляре там ничего не написано на них. Принесу, что написано, то и принесу. По поводу сдачи моей крови, вы не представляете. Господи, такой стресс. Я вот за эти, не знаю, вот неделя, со среды я работаю, вот первый день прошло, вот сегодня 3-й день, как я иду на работу. Сказать, что у меня такой стресс, что я не могу думать ни о еде, ни о сне. Я вообще не могу. Я вообще любитель поспать, но я не могу спать. Потому что все, я просыпаюсь где-то в часов 6, и все, и у меня мысли. Начинаются, знаете, вот такие мысли. А что я сказала тогда? А надо было говорить по-другому. Залажу в переводчик, думаю, неправильное слово сказала. И вот эти вот все воспоминания, что когда ты не так сказала, там не так поняла. Они меня очень мучают. Но я понимаю, что это опыт, и я вот вам рассказываю, возможно, кому-то это будет полезно, или просто интересно наблюдать за таким странным, наверное, такой странный путь у меня получается, но ничего страшного. Но зато я себе дала обещание, что с первой зарплаты я куплю себе столько жевалок, вы не представляете, я их буду есть вот так вот лопать взахлёб просто. С колой, еще колу себе налью. И первую зарплату отмечу кучу сладостей. Колу самую огромную куплю. И буду есть. Еще куплю какую-нибудь вкусную шоколадку, мороженое. И вот это вот все в одно лицо.
Даже с Сашкой не поделюсь. Вот. Пока у меня такие мысли. А что по поводу работы? Вчера вот у меня был второй день. Ну, сказать, что легче, я не могу сказать. Легче в том плане, ну, такая, знаете, капля в море, чуть легче, что уже немножко понимаешь, что к чему, познакомился с некоторыми людьми, вот уже, по крайней мере, на этот счет легче. Все добрые, все хорошо относятся, нету никакого плохого отношения, все, ну, не знаю, все хорошо. Понятно, что у меня плохой польский, и я стараюсь общаться мало, вообще минимум. Потому что если я начинаю говорить, это такой трэш. Но я говорю, конечно же, если нужно, я говорю. Сама я просто так с разговорами не подхожу, потому что я еще стесняюсь. Ну, надо время. Ну, со временем, я думаю, все будет нормально. Короче, буду держать вас в курсе событий, а я пошла кушать, потому что еще очень рано, еще 9 часов, наверное. Да, еще 9 часов. А мы уже сходили в поликлинику, сдали анализы, зарегистрировались. Ну, я вам рассказывала, хотя сначала надо было регистрироваться, а потом, я думала, буду в другой день все это проходить, но в итоге все это было сегодня. Короче, я уже повторяюсь, запуталась. Все, буду держать вас в курсе дела. Следите. Будет время, обязательно буду записывать, потому что я когда мылась, подумала, не буду ничего рассказывать. Думаю, а то, ну, как-то неловко. Я не знаю, почему я сначала на минуту подумала, что не хочу ничего рассказывать, потому что вдруг у меня ничего не получится, а я вот так на всеобщее обозрение все рассказала. А потом подумала, ну ладно, это мой путь, получится, будет хорошо. Если получится, я буду собой гордиться вообще, не представляю, что 10 лет. А если не получится, ничего страшного, зато будет какой-то опыт. Поэтому я решила, что все-таки буду рассказывать и все показывать. Так что работа не помеха. Я обязательно все расскажу. Тем более есть Сашка. Если что, не расскажу я, расскажет Сашка. Да, Сашок? Да. Да, говорит да. Но я не буду его отвлекать, потому что у него уже началась работа. Все, ребятушки, до встречи. А вот Санчо сидит, мы его отвлекать не будем. Вот так работает. У него тоже своих проблем дофига.